Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами проведем одну практику, с помощью которой вы можете узнать, кто вредит вам. Для этого понадобится вам всего лишь соль и сказать всего лишь одну фразу. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. И также, друзья, обязательно запишите прямо себе попунктно, что вам нужно делать. Потому что после того, как вы проведете эту практику, ваша жизнь может не только кардинально измениться, но вы узнаете, кто вредит вам в вашей жизни. Поэтому всем приятного просмотра. Знаете, соль — это такой кристалл, который может показать вам, кто вредит вам, вашему дому и вашей семье. При этом провести эту практику вы можете самостоятельно и тем самым снять и порчу солью, из глаз, и любой негатив. К сожалению, ежедневно каждый из нас сталкивается с негативом. При этом это происходит в разных проявлениях. И, к сожалению, особенно вот сейчас, в последний период, в последние, наверное, года два, на свете появилось очень много завистливых, очень злых людей, которые готовы вам причинить зло. При этом иногда вы понимаете, что вам хотят причинить зло по какой-то банальной причине. Ну, например, вы купили сегодня себе кофточку, а кто-то не смог на работе, например, коллеги или соседка. Или, например, вы смогли сделать мужу приятный подарочек. При этом он может быть достаточно экономный по деньгам, но все же. И вы знаете, вот этот негатив очень часто выражается в виде порчи или сглаза. Но немногие знают, что помочь справиться именно с этой неприятностью может обычная соль, которую мы с вами ежедневно используем в качестве приправы на кухне. И снятие порчи солью — это простой, но очень эффективный метод, с которым справится даже новичок в деле магических обрядов. Давайте сначала немножко поговорим о том, что же такое порча и как распознать ее проявление. Большинство сходится во мнении, что порча можно ее определить с помощью следующих симптомов. Во-первых, это какое-то постоянное, неприходящее чувство усталости, вот желание, знаете, прилечь постоянно, поспать, ухудшается здоровье. При этом причину, которую не могут распознать врачи. Вы идете к врачам, вы сдаете определенные анализы, проходите фотографии всевозможные, но результат нулевой. Кроме того, вы стали замечать за собой, что вам невыносимо тяжело смотреть даже в глаза людям. Также бывает и у людей такое, что они резко худеют, отсутствие аппетита проявляется. Также у людей может появляться, вот вы слышите, может, посторонние какие-то голоса, которые вы слышите, при этом только вы. Также у вас могут происходить всевозможные неурядицы, при этом во всех сферах, и в работе, и в отношениях, в деньгах, и с соседями, с друзьями, с родственниками. Появляется какая-то постоянная раздражительность, повышенная восприимчивость и даже возникновение фобий и всевозможных страхов. Поэтому, если вы наблюдаете у себя большинство из этих симптомов, возможно, на вас наложена порча. И это, друзья, это не повод для паники, но действовать нужно незамедлительно. И вот именно соль в нашем случае — это старинное средство для борьбы с чужим негативом. Потому что соль, она впитывает в себя отрицательную энергетику, тем самым очищая наше пространство. И для проведения нашей с вами практики нам понадобится сковорода, соль и нож. Итак, смотрите, когда вы будете брать сковородку, нужно взять ту сковородку, которую вы больше не будете использовать на кухне никогда. Если у вас, например, на кухне дорогие сковородки, или вот вы не хотите эту сковородку использовать для проведения практики, то вы можете купить тогда самую дешевую сковородку и использовать ее для проведения всевозможных практик. Но большая просьба, когда
вы эту сковородку будете использовать для проведения практик, сделайте так, оговоритесь со всеми членами семьи, чтобы эту сковородку никто больше не использовал в приготовлении еды. Особенно любят мужчины взять самую ближайшую сковородку, приготовить яичницу, не нужно. И также спрячьте ее подальше от любых глаз. Итак, ставим сковородочку на плиту, на огонь, и когда сковородка хорошо нагреется, мы насыпаем в эту сковороду соль. Сколько соли? Ну, так, чтобы пакет соли покрыл все дно сковородки. Можно чуть больше. Далее берем нож. Опять же, тот нож, которым вы больше не будете использовать на кухне для продуктов питания, для того, чтобы что-либо резать. То есть он будет у вас только для проведения практик. И мешаем ножом соль. И далее мы с вами проговариваем следующие слова. Пусть печет и горит внутри у того, кто мне вредит и навел порчу мне и моей семье. Аминь. Мешаем соль ножом минут где-то 15-20. Если у вас есть время, вы можете и полчаса, можете 40 минут. Смотрите на ваше усмотрение. После того, как вы провели эту практику, то есть вы время от времени, когда вот в течение 15-20 минут вы мешаете ножом соль, обязательно проговаривайте эти слова. Большая просьба, перепишите их именно на листочек бумаги и оставьте так, чтобы они были перед вашими вот слова глазами. И произносите. И после того, как вы уже провели эту практику, газ выключили, обязательно откройте окно для того, чтобы этот запах вышел из вашего дома или квартиры. И если вам действительно вредил тот или иной человек, который делал вам пакости, знайте, он обязательно у вас появится. Как это может произойти? Он может прийти к вам и начнет просить хоть что-нибудь. Он вас может попросить пить, там, на чашку чая даже, может попросить, чтобы у вас, например, перекусить. Также он вас может попросить одолжить что-либо, или, например, может сделать какой-то вам подарок, или даст вам что-либо. Поэтому таким образом вы узнаете, кто вам вредит, и кроме того, к вам, у вас в вашей жизни может прийти вещий сон. И сон, в котором вы можете увидеть ясно, кто вам вредим, кто вам именно вредит в этой ситуации. Конечно же, если вам дарят в наглую что-либо, откупитесь, то есть дайте хотя бы 1 рубль, дайте что-то и скажите «оплачено», для того, чтобы этот негатив, те посылы, которые негативно отправляет вам человек, чтобы они опять к вам не вернулись. Это очень-очень важно. Также постарайтесь, если, например, вы провели практику, в ближайшие 3 дня этот человек, как правильно проявляется. Он даже может вам позвонить. При этом этот человек у вас 2-3 года в вашей жизни вообще не появлялся. Тут ни с того ни с сего начинает звонить, что-то начинает просить, рассказывать, что-то просить прощения даже могут. Ни в коем случае не ведитесь вот на это. Если просят к вам прийти в гости, то предложите, наверное, через неделю или через 2, придумайте причины. Но ни в коем случае не приглашайте, потому что человека энергетически печет очень сильно, и он понимает, что ему нужно к вам прийти и это вернуть. Что мы делаем со сковородкой и ножом? После того, как вы провели эту практику, когда у нас остыла соль, сковорода, мы это должны все помыть хорошенько и сложить в укромное место. Соль вы можете пересыпать в какой-то мешочек, в газету, и нужно закопать под деревом, но под дерево, друзья, не живое, и где всего люди меньше всего ходят, для того, чтобы больше ни на кому не принести никакого вреда. Это очень важно. Друзья, кроме того, хотим еще сделать очень маленький акцент. Кроме того, если вы на работе работаете и вы находитесь в такой работе, где, знаете, вот прямо террариум у вас. Очень часто у людей, которые нам пишут, что как сделать, вот именно люди работают в террариуме, где каждый друг друга пытается сгрызть, заесть, потому что, знаете, накануне зарплаты, накануне какие-то премии, вознаграждения и так далее. Проводите эту практику, старайтесь провести эту практику
например, в четверг, для того, чтобы вот пятница, суббота, воскресенье все-таки у вас были эти дни, когда вы не будете соприкасаться с вашими коллегами, потому что в пятницу, например, в четверг вечером провели эту практику, в воскресенье извините, в пятницу все-таки такой день, знаете, все уже спешат домой, суббота, воскресенье, и уже с понедельника вам будет намного легче. Кроме того, те люди, которые вам делали пакости, у них могут начаться и свои проблемы на работе, обращаем на это ваше внимание, и то есть они вот напакостили вам, это начнет к ним возвращаться, и у них не будет времени, чтобы продолжать вам делать какие-либо гадости или проводить, опять же, какие-то ритуалы, обряды или практики. Это очень важно, чтобы вы понимали. Или лучше сделайте именно эту практику в тот день, когда вы, например, 3-5 дней не будете выходить на работу, то есть меньше будете соприкасаться. Если вы предполагаете, что у вас соседка такая вот вредная и также пытается вам напакостить, ну, постарайтесь поменьше с ней соприкасаться в этот период. С родственниками та же самая ситуация. Дело в том, что вы можете и не знать, кто вам вредит. То есть вы до проведения практики, то есть вы можете предположить, да, что это Петя, Маня, Вася. Но после проведения практики к вам могут появиться те люди, о которых вы вообще не знали. Вот вообще от слова совсем не знали, что они могут ни с того ни с сего, потому что их начинает очень печь в энергетическом плане, и они пытаются вам вернуть, потому что после этого они начнут себя чувствовать намного комфортнее. Друзья, мы надеемся, что эта информация была полезна для вас. Обязательно делитесь этой информацией со своими друзьями, своими знакомыми, близкими людьми, с теми людьми, кому вы желаете мира, кому вы желаете любви, гармонии. Пусть они также знают и слышат об этой информации. Чем больше человек будет проводить вот такие практики на защиту себя, на защиту своей семьи, тем лучше будет для людей. Это очень-очень важно. Поэтому, пожалуйста, не бойтесь, обязательно делитесь этой очень важной информацией. Друзья, мы всем желаем мира, любви, гармонии. Пусть в вашей жизни будет поменьше вот таких вот злых, негативных людей. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы с вами услышимся уже в следующем видео.